Друзья, привет! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Готовим мясной рулет из свиной рульки. Такая домашняя ветчина отлично заменит любую колбасу к завтраку или подойдет в качестве мясной закуски к праздничному столу. И так как многие хозяюшки уже начинают готовиться к новогодним зимним праздникам, я предлагаю вам недорогой и вкусный рецепт. В описании под видео указано количество ингредиентов. Понадобится сама свиная рулька, передняя обязательно. И нужно вот так вот аккуратно, постепенно надрезая, снять с нее шкуру полностью, чтобы получился такой вот своеобразный рукав из свиной кожи. Делать это нужно не спеша, чтобы не повредить, но даже если где-то получится какой-то надрез, то ничего страшного. Я вот так вот делаю это аккуратно, острым ножом. И посмотрите, какой у меня получается прямо целый рукав. Его пока я отставляю в сторону. И теперь уже нужно срезать полностью все мясо, отделить от кости. Останется большая кость, которую потом можно использовать для наваристого бульона, для борща. А все мясо нужно порезать на небольшие кусочки. Чеснок нужно измельчить любым удобным способом. Я это делаю прессом. Количество его регулируйте в зависимости от своих вкусовых предпочтений. Добавляю к мясу соль, приправу к свинине, сладкую паприку. Также я измельчила лавровый лист, сюда выкладываю, горький перец горошком и душистый перец. Приправы тоже могут быть абсолютно любые, в зависимости от вашего вкуса. Все это хорошо перемешиваю. И настала очередь уже начинять сам рукав. Плотненько утрамбовываю, выкладываю сюда мясной фарш. Бывает так, еще хочу заметить, что недостаточно начинки, так как все-таки кость занимает много места в рульке. И когда ее удаляешь, что мясо остается гораздо меньше, то я еще подрезаю сюда какой-то небольшой кусочек мяса или сала. И теперь нам нужно плотненько завернуть этот рулет для того, чтобы он потом варился у нас в воде. Но многие это делают в пищевой пленке. Я же противник, считаю, что в ней варить долго нельзя, так как все-таки она не предназначена для долгой термической обработки. Поэтому я разрезаю рукав для запекания и в него заворачиваю плотно рульку. А потом вот так вот многократно оборачиваю любыми нитками, так чтобы рулет хорошо держал форму. Вот такой вот плотненький красавчик получается. Я его выкладываю в кастрюлю, заливаю холодной водой, ставлю на плиту, довожу до кипения и от момента закипания варю 3 часа. После чего выкладываю рулет на поднос, остужаю при комнатной температуре и ставлю в холодильник на ночь, чтобы он хорошо стабилизировался. За это время потек из него бульон, и он превратился в холодец без всякого желатина. Удаляю рукав. Рулет очень хорошо держит форму, его можно смело разрезать. Посмотрите, какие красивые получаются кусочки. Его действительно смело можно подавать на праздничный стол. Друзья, это очень вкусно, ароматно, аппетитно, а что самое главное сейчас, это бюджетно, недорого. Надеюсь, вам рецепт этот понравился. Если будете готовить, обязательно поддержите меня лайком, подпиской и оставьте комментарий. Делитесь моими рецептами с друзьями. Желаю мира и добра.